Прохождение второй части Far Cry оставило у меня неоднозначные эмоции. Уж очень некрасиво и скучно выглядела игра. Но я все прощаю разработчикам за третью часть Far Cry. Насколько же она божественно прекрасна. И я говорю это абсолютно без преувеличения. Это действительно шедевр. И да, возможно, в этом видео я буду немножечко привзят, потому что третья часть Far Cry мне реально очень зашла. Будет много интересных моментов, обсудим все нюансы. Отдельно обсудим персонажей, которые в этой игре действительно очень харизматичны. Поэтому возьмите себе что-нибудь пожевать, усаживайтесь поудобнее, будет интересно. Игра начинается с того, что толпа мажоров тусят в ночном клубе Бангкока, прожигая деньги родителей и причем не скрывая этого. Чтобы все было понятно и лаконично, давайте я познакомлю вас с каждым из них отдельно. Главного героя зовут Джейсон. У нас тут два родных брата. Старшего зовут Грант, а младшего Райли. Это девушка главного героя Лиза. А это девушка старшего брата. Ее зовут Дейзи. Это Оливер, наркоман, тусовщик и сын миллионера. И двое оставшихся друзей — это Кит и Винсент. Так, ну со всеми познакомились, скорее всего, конечно же, с первого раза имен вы не запомните. Но не переживайте, к этой картинке мы еще не раз будем возвращаться. В общем, молодежь продолжает тусовку, но в какой-то момент у нас происходит стычка с местными ребятами. Слово за слово, небольшой размер ударами, и после разборок вся толпа забегает в лифт, чтобы побыстрее смыться из клуба. Пока мы ехали в лифте, вот этот парень, местный диджей этого клуба, предлагает всем попробовать нечто экстремальное, а конкретно прыжок с парашюта с высадкой на необитаемом острове. У детишек от такой идеи сносит крышу, естественно, они соглашаются. И, собственно, мы видим, как они прыгают с самолета, покоряют небеса и чувствуют себя королями мира. Ну а теперь пришло время познакомиться с самым харизматичным и брутальным персонажем в этой игре — Ваз Монтенегро. Прыгайте с самолетов, летайте, как птицы. Вы спятили? Клевая мобилка. Реально клевая. Так, что у нас здесь? Грант и Джейсон. Из Калифорнии, да? А? Надеюсь, папа с мамой очень-очень любят вас. Ведь вы, детишки, с виду очень ценные. И это хорошо, я люблю ценные вещи. Прости, что ты сказал? Что ты сказал? Ты хочешь, чтобы я нарезал тебя, как твоего дружка? Заткнись, блядь! Окей? Только у меня здесь член. На меня смотри. Смотри мне в глаза. Эй! Урод! Смотри в глаза! Ты моя сучка. Я тут царь и бог. Заткнись, сука! Или сдохнешь. Что такое, Джейсон? Джейсон, что не так? Почему ты не смеешься, как в небе? Больше не смешно? Я тебя не радую. Знаешь, смысл в том, что там ты думал, что у тебя есть шанс. Летя в гребаное небо, ты думал, что схватил судьбу за вертлявую жопу. Ну, брат, тут внизу. Тут внизу. Облом. А теперь давайте проясним ситуацию. Ваз занимается работорговлей. На этом острове у него куча солдат и оружия. Диджей из клуба, то есть вот этот вот ублюдок, работает на него, периодически предоставляя ему мажоров или просто богатых людей. Как только очередные ложки приземляются на остров, их сразу же забирают в плен. После чего связываются с их семьями и требуют выкуп. И кстати, по поводу фразы «Ты хочешь, чтобы я нарезал тебя, как твоего дружка?» можете забыть про этого парня, о нем в игре больше ничего упомянуто не будет. Понимая, что ситуация патовая, старший брат решает применить навыки, которыми его обучили в американской армии, а заодно и мне устроить курс молодого бойца. Учит меня приседать, ходить гуськом, кидать камни и проводит мастер-класс по метанию ножа. В таком стелс-режиме мы прошли почти весь лагерь бандитов. В определенный момент натыкаемся снова на главного антагониста. И даже в такой короткой сцене, которая по сути на заднем плане, и скорее всего большинство игроков ее просто пропустят, здесь он выглядит все равно эффектно. Вчера мы получили звонок, блядь, звонок, никто не хочет платить за вас. Вы пустышка. Люди говорят все время. Все время. Семья бесценна, семья бесценна. Не-не-не, хватит нести херню. Семья яркая. Когда ты... Ебучий Титаник. Смотри. Смотри в глаза.
одного за другим. Просто так. Узнаешь мало, и это ведет к большему. Да убери ты там нахуй! Ой, жизнь. Пройдя на корточках весь лагерь, мы со старшим братом пытаемся понять, где находимся и что делать дальше. И только мы начали составлять план действий... Нет! Не умирай, Грант! Опускаешь меня? Прошу, не умирай! Держись, Грант, держись! Боже, боже! Нет, нет, нет! Грант! Грант! Мне нравится. Не, респект тебе! Даю 30 секунд. Если не джунгли тебя сожрут, то я. Ты, бля, оглох! Давай уебывай, сука, беги! Беги, Форест! Беги! Пытаясь опередить пули, которые летят мне в спину, я пробираюсь сквозь джунгли, совершаю первое убийство, бегу по канатному мосту, но этот вертолет решил усложнить мой забег по мостику, переместив его в вертикальное положение. И благодаря законам физики я падаю в реку. Просыпаюсь от того, что какой-то дядя набивает мне портак. Проскользнула мысль, что ему была бы очень к лицу еще одна дырочка в теле. Но он решил меня в этом переубедить и вообще говорит, что он парень ровный. А набитые иероглифы на руке называются на местном острове Татау. Короче, символизирует, что ты настоящий воин. А ты настоящий воин, поскольку сбежал из лагеря Васа, что никогда никому не удавалось сделать. Его, к слову, зовут Деннис. Он устраивает мне небольшую экскурсию по деревне, которая имеет название Аманаки. А жители племени на этом острове зовут себя Ракьят. Деннис говорит, что чилится тут уже давно и хочет потянуть меня к себе. Дает 60 баксов, говорит, иди купи себе ствол, а после залезай на эту вышку, чтобы убрать шифратор, который блокирует сигнал связи. Эти шифраторы поставили люди Васа на все вышки острова. К слову, вышки нужны для того, чтобы после снятия шифратора у игрока открывалась определенная часть карты, на которой будут отображены задания, места охоты, аванпосты и другая информация. Уже на входе к вышке меня встречает местная фауна. Она здесь, конечно, великолепна, но о ней мы поговорим чуть-чуть позже. А сейчас просто насладитесь видом, который открывается после того, когда ты захватываешь вышку. Как только я красиво спустился на тросе, Деннис сообщает, что появилась информация о том, что пираты Васа привезли какую-то девушку на аванпост ближайшей от деревни Аманаки. Предположительно, мою девушку Лизу. По пути туда Деннис затирает мне про силу земли, путь воина и прочую эзотерическую хуйню. Вот знаете, он мне напоминает представителя сетевого маркетинга, которому промыли мозги, и он следом тащит тебя туда же. Короче, добравшись до аванпоста и перебив охрану, у которой тут, кстати, своих проблем хватает. Черт, я подцепил от шлюхи трипер! Понимаем, что нашей подруги здесь нет, по рации слышим, как солдаты говорят о том, что от них сбежала американка. Деннис сообщает мне, что они нашли мою подругу, и она находится в доме доктора Эрнхарда. Посетив доктора, прихожу к выводу, что он любитель вдунуть травки и употребить грибочки. В общем, тот еще тип. Поднявшись на второй этаж дома, показывает мне, что у него находится девушка моего старшего брата. Зовут ее, напоминаю, Дейзи. Сейчас она в тяжелом состоянии, потому что когда бежала через заросли, поцарапалась, а у них ядовитый сок. И Эрнхард как может спасает ее, вводя противоядие каждый час, которая очень не вовремя закончилась. А чтобы приготовить новую дозу, ему нужны грибы, за которыми он меня отправляет в пещеру недалеко от дома. Забравшись в эту пещеру, случайно наступаю на галлюциногенные грибочки и ловлю приход. Несколько минут хожу под кайфом, после чего меня отпускает и наконец нахожу те самые грибы. Доктор делает противоядие, и нашей подруге становится гораздо лучше. В ходе разговора она рассказывает, что сбежала от конвоя, а я в свою очередь сообщаю ей о том, что с моим старшим братом они больше не встречаются. Оставляю ее переварить полученную информацию и пытаюсь договориться с доктором, чтобы привести сюда оставшихся моих друзей, после того, когда их спасу. А он говорит: не, нихуя, дружочек, так дело не пойдет. Люди Васа постоянно покупают у него наркоту, и он не хочет идти на такой риск. Но после того, когда его об этом попросила Дейзи, он тут же растаял и говорит: ну как я могу тебе отказать, Агнесса? Чтобы понять этот момент, вызываю пояснительную бригаду. Давным-давно доктор и его жена жили в Англии. Жили хорошо и, самое главное, высоко, этаже так на 10-м. И была у них прекрасная маленькая дочь, а звали ее как раз Агнесса. В один из прекрасных солнечных дней она случайно выпала из окна и померла.
Соответственно, нашу подругу Дейзи он интерпретирует со своей дочкой и делает все для того, чтобы спасти ей жизнь. Об этом не сказано в игре, информация была найдена в Википедии. Мне звонит Деннис, говорит, чтобы узнать информацию о том, где найти остальных моих друзей, мне нужно забраться на корабль, который имеет название Медуза. Как вы помните, это отсылочка к первой части Far Cry. Нужно забраться на этот корабль и прослушать радиосигнал, в котором сообщат, где сейчас держат заложников. Теперь давайте немножко отвлечемся и поговорим о той самой фауне. Первая приятная новость, теперь в игре снова есть тапиры. Вы же помните, какими они были в первой части игры? А теперь они выглядят вот так, гораздо детализированней. Тут большое изобилие животных и в целом живого открытого мира. Можно увидеть, как, например, казуары гоняют буйвола, который пытается спасти свою задницу, или внезапно в реке на тебя нападет крокодил. А, к примеру, если в клетке у врагов сидит медведь, его можно освободить и сладко наблюдать за тем, как он кромсает своих бывших владельцев. В игре можно заняться полноценной охотой и охотиться на различных животных. Снимая с них шкуру, можно делать определенные предметы, например, сумки, колчаны для стрел или кобуру для оружия. Теперь давайте вернемся к нашей Медузе, которая, к слову, гораздо больше, чем в первой части Far Cry. По радиосигналу сообщает, что сейчас ВАЗ снимает видео для выкупа в какой-то ПБ. А еще я узнаю схему, по которой работают эти пираты. Схема называется «Двойная выгода», или можно это назвать «Без лоха и жизнь плоха». Короче, схема такая. После того, когда они получают деньги за выкуп пленников, они не возвращают этих людей их семье, а продают в рабство, получая деньги еще раз, но уже от других людей. По телефону Деннис сообщает мне, что ПБ расшифровывается как «Пиратская бухта». Направляюсь прямиком туда и, пробравшись внутрь пиратской бухты, вижу, как ВАЗ снимает ролики для ютубчика с участием моей девушки Лизы. И, пройдя чуть дальше, неожиданно получаю прикладом в голову. Очнувшись, видим уже полюбившегося нам злодея, мою девушку Лизу и богатенького друга Оливера. В ходе разговора ВАЗ замечает мою татушку и спрашивает, кто набил, упоминая какую-то цитру, говоря, что это его сестра. Предлагаю вам послушать шедевральные монологи Васа Монтенегро. Набил. А? Цитра набила, а? Сестра набила? А? Думаешь, ты один из нас? Думаешь, ты как я? А? У мажора из Калифорнии стояк на экзотику, а я всажу пулю в череп моей сестры. Как брату твоему Гранту. Пошел ты! Ты злишься, Джейсон. Ты злишься. Окей, я понимаю. Понимаю. Ведь без семьи кто мы, блядь, такие? Когда-то я ради сестры мог сделать что угодно. Я убил впервые ради сестры. Но этого ей было мало. Не-не-не-не, прошу. Ты понимаешь, в чем прикол-то, а? Наши любимые из-под тишка бьют каждый раз! Они говорят мне, вас, кого, блядь, ты выберешь? Их или нас? Нас или их? Как будто, блядь, мне еще нужно выбирать. Кстати, зажигалка твоя дерьмо. Ладно, хватит лирики. Это плохо, что Цитра сделала наколку. Теперь тебя можно убить, только полностью стерев. Все окей. Не плачь. Все окей. Джейсон, клянусь богом, мужик. Это правда прекрасно, что ты готов умереть за любимую. Они забирают Оливера, потому что за него папочка обещает кучу бабла. А наши семьи с Лизой обычные нищеёбы, и больших денег заплатить никто за нас не готов. Поэтому ВАЗ просто решает нас спалить, как бесполезный товар. Здание начинает разрушаться, я падаю вниз, но в итоге выбираюсь и сквозь огонь добираюсь к своей девочке. Освобождаю ее, и мы падаем вниз, садимся в автомобиль, Лиза прыгает за руль, а я отстреливаю неприятелей. И эта ситуация мне напомнила ту сцену из первого Far Cry. Даже Лиза имеет определенные сходства с Валери Константин. По характеру Лиза не такая жесткая, как Валери, но выпендриваться она любит не меньше. Несмотря на то, что я идеально отстреливал все машины, девочка все равно чем-то недовольна. Чем ты занят? Стреляй по ним, Джейсон!
Короче говоря, это первый звоночек к тому, чтобы задуматься о статусе моих отношений. После того, как мы оторвались от пиратов, приезжаем к доктору Эрнхарду. Он приготовил для нас пещеру, которая находится под домом, чтобы мы были в тени и не светились солдатам Васа. Итого, 2 девочки уже в безопасности, а значит можно пометить их вот так. Остается спасти мужиков, если, конечно, они еще живы. В общем, хочу я выбраться побыстрее из пещеры и пойти спасать моих друзей, как мне решает устроить ёбку мозгов моя девочка. Мы еле успели сбежать, не нужно было соглашаться на скайдайвинг. Слушай, малышка, я понимаю, что у тебя сейчас стресс, эмоции, но сейчас неподходящее время распускать сопли. В первую очередь нужно спасать остальных, поэтому сиди тут, успокойся, дунь травки, благо у Эрнхарда ее достаточно, а твой мужик отправляется решать проблему. Деннис говорит, что дальше тебе нужно встретиться с Цитрой. Она поможет тебе обрести силу, с помощью которой ты сможешь спасти своих друзей. А вот и она, красавица Цитра, лидер местного племени Ракьят и по совместительству младшая сестра Васа Монтенегро. По характеру, в принципе, действительно похожи. Искусно. Я отдам их тебе, когда срежу. Я думал, ты любишь шутки. В ходе разговора она дает мне задание найти то, что потеряно, но что она под этим подразумевает, пока неизвестно, но дает бутылочку со странной жидкостью. Деннис говорит: пей, не ссы, и сам найдешь все ответы на свои вопросы. Выпив бутылочку, ловлю глюки, в которых вижу человека в белом пиджаке. Иду за ним, потом по мосту, голограммы Ваза и себя в его отражении. В конце пути находим нож, похожий на древнюю реликвию, как в фильмах Индианы Джонса. Просыпаюсь и вижу, что Деннис вновь воспользовался моим бездыханным телом и делает мне очередной портак. В ходе разговора он говорит, что я должен найти этот нож, а где искать мне, конечно же, поможет что? Сердце и дух воина. Определенные зацепки привели меня в трущобы, которые имеют название Bad Town. И действительно, это очень странное местечко. Думай, плыви по течению. Дай мне подумать. Займемся делом. В конечном итоге я нахожу того самого человека в белом и иду за ним по стелсу, периодически отвлекаясь на местных девушек по вызову. Не хотите минет перед смертью? Кстати, возможно, это именно та самая женщина. Черт, я подцепил от шлюхи трипер. Поэтому, мальчики и девочки, всегда предохраняйтесь. Проследив, где живет человек в белом пиджаке, я захожу к нему в дом, и только я перешагнул порог, как слышу: У тебя есть 10 секунд, чтобы сказать, кто ты, пока я не подорвал взрывчатку под столом, и вся эта халупа не разлетелась на кусочки. Но мне удалось перевернуть разговор, в ходе которого мы знакомимся с Уиллисом. Он местный шпион и самый настоящий патриот США. Это можно заметить по его флагу, висящему в коридоре. В ходе диалога мы пытаемся найти точки соприкосновения. Как он может помочь мне, а я помочь ему. В итоге сходимся на том, что нам нужно вызволить главного злодея в игре Хойта. Да-да, именно он главный злодей, а не Вас. Именно он заправляет всем, а Вас Монтенегро всего лишь его правая рука. Кстати, этот Хойт был в начале игры. Уиллис говорит, что если мы подожжем его поля с коноплей и взорвем лодку, он тут же примчится на остров. Выдает мне вот этот огнемет, и я отправляюсь жарить траву. Это одна из самых зрелищных миссий в игре. Атмосферы добавляет песня, дуэт Скриллекса и Дэмиана Марли, которая звучит на протяжении всей миссии. К слову, чтобы вы понимали, Дэмиан — это сын легендарного Боба Марли, который непосредственно, как вы помните, связан с употреблением марихуаны. В общем, тут разработчики все сделали идеально. Вернувшись к Уиллису, мы слышим переговоры Васа Монтенегро и главного босса Хойта. Ты теперь знаменит. Славный сегодня денек. Что, босс, планируете парад? Вечно ты меня смешишь, Вас. Так я хотя бы отвлекаюсь от серьезных дел. Благодаря тебе. Так, что насчет Белоснежки? Да он вообще никому в хуй не впился. Вообще. Правда? Тогда почему я здесь? Когда ты получишь выкуп, и его друзья распродадут. Я убил старшего брата. Сделал то, что ты сказал с младшим. Моя сестра расписывает белого. Меня не волнует твоя семья. Только по моей милости твоя башка не красуется на антенне моей машины. Поэтому будь любезен, начни волноваться насчет Джейсона Броди. Окей, Хойт. Окей. Ладно. Теперь действительно понятно, кто тут главный, а кто всего лишь пешка, выполняющая определенные поручения.
Уиллис дает координаты, где сейчас находится наш богатенький друг Оливер. Его пытаются переправить на вертолете, и моя задача не дать этому случиться. Поэтому берем снайперскую винтовочку и пытаемся всячески помешать похитить нашего друга. Все-таки ему удается сбежать, он берет лодку и подплывает к обрыву. Ну а я, естественно, прыгаю вниз. Мы совместными усилиями решаем быстренько отсюда свалить, попутно отстреливаясь из пулемета догоняющих нас неприятелей. Теперь уже наш третий дружок оказывается в безопасной пещерке уже полюбившегося нам доктора Эрнхарда. Как вы помните, Оливер сам имеет пристрастие к наркотикам, травке и различным психотропным веществам. Поэтому не мудрено догадаться, что они с доком в дальнейшем найдут общий язык. И только я пытаюсь выйти из пещеры, как снова мне начинает ебать мозги моя скоро уже, наверное, бывшая девушка Лиза. Выйдя из пещеры, мне звонит Уиллис. Говорит, что нашел еще одного моего друга, Кита Рэмси. Его купил один из киллеров Хойта, который сейчас сидит в баре тех самых трущоб Бэттаун. Ну вот, знакомьтесь, это очередной мудак по имени Бак. Если честно, то, конечно, настоящий уебок. В дальнейшем вы это поймете. За освобождение моего друга он требует, чтобы я принес ему ту самую реликвию, то есть ножик. Ножик? Хуёжик, блин! И тут начинается очень долгая линия с поиском этого ножа. На протяжении многих миссий сначала нужно скитаться по различным пещерам, находить различные детали компаса, которые в итоге нужно объединить, и этот компас заработает и приведет меня к месту, где находится тот самый Хуёжик! После каждого выполнения задания меня на выходе встречает этот уебок и спрашивает: ну чё, нашел? А почему не нашел? А когда я говорил, что пока еще не нашел, но я в процессе, он манипулировал моим другом, что чем дольше ты ищешь нож, тем больше попка твоего друга страдает. И да, если что, если кто не понял, он трахает моего друга. Именно для этого он его и купил у Хойта, поскольку... Узкая жопка лучше разработанной. Я, конечно, пытался решить вопрос другим путем, но он оказался слишком крутым мужиком. Вообще похую. Вообще похуй. Мне вообще похуй. Мне вообще похуй. Вообще похуй. Абсолютно. Поэтому единственный способ с ним договориться — это все-таки выполнять те условия, которые он требует. После долгих поисков компас был полностью собран. Мне осталось только лишь добраться до места, которое находится внизу этого уступа. Соответственно, чтобы попасть вниз, мне нужно прыгать. Ну чё, народ, погнали нахуй! Ёбаный в рот! В конечном итоге в гробнице этого японского фараона я нахожу этот ебучий кинжал, после чего гробница пытается меня убить, и чтобы этого не произошло, мне нужно шевелить булками. Придя к Баку домой, наконец совершаем обмен. Я даю ему нож, а он возвращает мне моего друга Кита, который все это время пребывал у него в подвале, так сказать, в красной комнате. Вот в таком состоянии сейчас находится наш дружочек Кит, которого я пытаюсь успокоить. Как внезапно к нам в трусиках заходит Бак и говорит, что сейчас он хочет меня отблагодарить, так сказать, по-мужски. Нет, старина, я свою попку без боя не отдам, поэтому на, сука! У меня с извращенцами разговор короткий. И вот уже четвертый друг, которого мы перевели в безопасную пещеру. На входе он просит: пожалуйста, никому не рассказывай о том, что я теперь немножечко дрявый. Брат, я унесу этот секрет в могилу. И уже по традиции из пещеры просто так мне уйти не удается без выебанных мозгов. Сука, как ты заебала. Возвращаюсь к Цитре, отдаю ей проклятый моим другом нож. Она рассказывает, что это очень ценная реликвия для них, поскольку этот нож проливал кровь их предков, и теперь он у племени Ракет, и мертвые отомщены. Она зовет меня внутрь храма, по пути рассказывая историю, что раньше, давным-давно, здесь было озеро с кристально чистой водой. Но вот загвоздка. Внутри этого озера жил великан, который поедал любого, кто только подходил к этому озеру. И однажды воин из Северного Царства пришел, поднял свой кинжал и отрубил нахуй голову великана. Голова великана упала и стала тем самым островом, на котором мы сейчас и находимся. Вот такая охуительно увлекательная история. И поскольку ты хочешь стать одним из нас, докажи, что ты настоящий воин. Помоги мне освободить пленных воинов, и я дам тебе силу, о которой ты просишь.
Тут прибегает Деннис, которого, судя по всему, ужалила пчела в задницу. Говорит, что прямо сейчас собираются напасть на конвой с пленными Васа, так что готовься, сейчас будем атаковать. В ходе засады понимаем, что это нифига не пираты Васа, а самые настоящие солдаты того самого Хойта. И эти противники уже совсем другого уровня. У них бронежилеты, каски, оружие гораздо мощнее, да и в целом намного опаснее пиратов, с которыми мы сражались до этого. В конечном итоге грузовику удается уехать, а я мчу за ним, пытаясь догнать, и когда догоняю, открывается дверь. Эй, Джейсон, скучал по мне? Ну вот, друзья, наконец мы подошли к этому моменту. Давайте вспоминать, что такое безумие. Я уже говорил тебе, что такое безумие. Безумие — это точное повторение одного и того же действия. Раз за разом. В надежде на изменения. Это есть безумие. Когда впервые я это услышал, не помню, кто сказал эту хрень, я бум, убил его. Смысл в том... Окей. Он был прав. И тогда я стал видеть это везде. Везде, куда ни глянь, эти болваны. Куда ни глянь, делают точно одно и то же. Снова и снова и снова и снова и снова. И думают, сейчас все изменится. Не-не-не-не, прошу. Сейчас все будет иначе. Прости. Мне не нравится, как ты на меня смотришь. Окей? У тебя проблемы с головой, думаешь, лапшу тебе на уши вешаю? Вру! Пошел ты! Окей? Пошел! Нахуй! Все в порядке. Я успокоюсь, братец. Успокоюсь. Смысл в том... Ладно. Смысл в том, что я тебя убил. Уже. И дело не в том, что я ёбнутый. Усек? Это как вода под мостом. Я уже говорил тебе, что такое безумие. О, боже. По-моему, это уже третья попытка Васа меня убить. Сам того не осознавая, именно он же и совершает безумие. Пытаясь меня убить раз за разом, это всегда приводит к одному и тому же результату. Я в очередной раз выживу. И вот теперь я решаю раз и навсегда покончить с Васом. Перехватываю, значит, вражеский вертолет, говорю водителю: давай нахуй, жми на газ, показывай, где твой босс находится, сейчас будем его наказывать. Но в какой-то момент парни с земли передают мне пламенный привет из РПГ. Вертолет падает, и снова меня внизу встречает учитель по философии. Я тебе говорил, что такое безумие. Ну, казалось бы, все уже. Четвертый раз он точно должен был справиться с задачей. Но, увы, он облажался и в этот раз. Выбираясь из-под горы трупов, довольно мерзко все это, кстати, выглядит. А местные в шоке от увиденного. Деннис спрашивает, каким чудом ты смог вернуться из мертвых. А я, коротко и ясно, достаю зажигалку, в которую вошла пуля Васа. Между прочим, зажигалку, которую я украл в начале игры из лагеря Васа, которую потом он сам положил мне в этот карман и выстрелил именно туда. Тут я подумал, может, он все-таки действительно ёбнутый. Раз не обратил внимания, что как минимум после его выстрела из раны не хлынула кровь. Говорю Деннису: иди предупреди Цитру, что я скоро приду, чтобы обрести ту самую силу, которую она мне обещала. А после этого я пойду и заберу душу у ее старшего брата. Придя в храм Цитры, отдаю ей сувенир, благодаря которому я восстал из мертвых. А она дает мне очередную бутылочку и говорит, что для слабого это яд, и только сильный сможет выжить. Ну и естественно, я в очередной раз выпиваю это пойло и вижу, что передо мной походу тот самый великан, про которого она говорила. И мне, чтобы обрести силу и стать настоящим воином, нужно его завалить. Ну а мне чё? Хуйня вопрос. Пару раз зарядил по нему огненными стрелами в фейс, но потом, как и было нарисовано на стенах храма, забрался на него и отрубил голову нахуй. После чего прихожу в сознание и за успешное пройденное испытание получаю хорошенькое поощрение от Цитры. Прям таки очень хорошенькое.
провозглашает меня воином и говорит: теперь каждый, с кем ты будешь сражаться, погибнет. Так что давай, иди убивай. Пока мы трахались с Цитрой, вся эта шайка куколдов наблюдала за мной, и теперь я у них своего рода вожак, лидер. Короче, после такой хорошенькой зарядки я сразу же отправляюсь за головой Васа Монтенегро. Сюрприз, мудила. Думаешь, я не знал, что ты приедешь? Я разочарован! Плачу десятку! Первому, кто принесет мне мошонку Джейсона Броди! И перестреляв всех его низкоранговых охранников, добираюсь наконец и до него. Ты сильный, Как тебе своя сестричка? могучий. Она хочет сделать тебя воином. Ты облажался, Джейсон. Давай, нажимай. Давай, спускай курок! Застрели меня! Стреляй! Ты — это я, а я — это ты. Прими меня в свое сердце! Прими как спасителя! Прими к сраному кресту и дай возродиться! Цитра, я победил. Победил. После этого перемещаемся к Цитре. Она немножко, конечно, соболезнует, что брата теперь нет с нами, рассказывает небольшую предысторию, что Хойт соблазнил его деньгами, наркотой, и от этого Вас стал настоящим уёбком, однако он все же был моим братом. Тем не менее, брат предал меня, за что и поплатился. Ну и логично, что теперь моя главная цель — наказать Хойта за то, что он сделал, как бы поставив точку в этой истории. Но чтобы убить Хойта, мне нужно как минимум добраться на другой остров, поэтому сейчас я перемещаюсь именно туда. Но прежде решил заскочить к своим друзьям и сообщить, что вы, ребята, ступайте с Богом, с миром, а я остаюсь здесь, потому что здесь мое место, здесь я нашел себя, и поэтому на этом наши пути расходятся. А с тобой, дорогуша, мы наконец-таки прощаемся, и вообще, знаешь, я тебе только что изменил, кстати. Ну и, естественно, пришлось выслушать кучу всякого интересного про себя, но я просто забил хуй и свалил. Попрощавшись отдельно с каждым из пацанов, Киту говорю: прежде береги свое очко, брат, и больше его так не подставляй. Оливер говорит, что я вообще-то тоже хочу остаться, потому что доктор Эрнхард — это вообще мой братан по крови. Ну а с бабами у меня разговор не задался, поэтому просто сваливаю. Уиллис любезно докинул меня до острова Хойта, а я пожелал ему удачи в России. Кстати, именно туда он сейчас летит. И он в дар уважения подарил мне летающий костюм, по аэродинамике напоминающий летающую белку. Ты расставляешь ноги и руки в стороны и летишь. Прикольная штука, конечно. Главное не забыть в конце раскрыть парашют. Первоначальная моя задача на этом острове — найти друга Уиллиса по имени Сэм. Как выяснилось, он любитель играть в покер. А еще под прикрытием работает на Хойта. И его тут уже все принимают за своего. В итоге срываю куш, а Сэм уходит. Я следом ухожу за ним тоже. И на выходе он меня встречает с вопросом: На кого ты работаешь? Я от Виллиса. Как он там? Я за него переживал. Ну и после этого разговора мы разрабатываем план, как бы нам лучше добраться до Хойта, чтобы в конечном итоге забрать его душу. Сэм говорит, что вот так вот в лоб прийти убить Хойта не получится, слишком много солдат его охраняют, поэтому придется сделать много подготовительной работы. Лучшим способом для этого будет влиться к нему в доверие. А для этого первое, что мне нужно сделать, это забрать униформу одного из солдат Хойта, чтобы спокойно перемещаться по территории. Ну это как бы вообще хуйня вопрос. На собрании Хойт говорит, что сейчас в приоритете голова Джейсона Броди, ну, то бишь моя, поэтому я решаю быстренько отсюда незаметно свалить, несмотря на то, что нахожусь под прикрытием. Мне звонит Сэм, говорит, что теперь все круто, ты можешь перемещаться, затерявшись среди наемников, но они не должны тебя затечь, поэтому не делай ничего подозрительного, ну типа не убивай, ничего не поджигай и все в этом роде. Достаточно продолжительное время я выполнял задание Хойта, и в один прекрасный момент он меня отмечает и говорит, что я отличный солдат, во мне большой потенциал,
сказал, и он хочет встретиться со мной лично. Посетив его кабинет, Хойт говорит, что я крутой мужик, и у него на меня большие планы. Но прежде он должен убедиться, действительно ли я достоин того, чтобы быть его правой рукой. И дает мне первое задание. Говорит, хочу увидеть, как ты умеешь допрашивать пленников. Один из таких как раз сейчас находится внизу. Поэтому иди и покажи мне, на что ты способен. И к слову, там будет стоять видеокамера, так что поэтому я буду за тобой наблюдать. Спускаюсь вниз и понимаю, что это как раз мой младший братишка. Но поскольку на меня смотрит камера, облажаться я не мог. Поэтому как следует заряжаюсь по младшему брату. А в конечном итоге еще сую ему пальчик в выстрел от пули. От боли малыш просто отключается. Да, вот настолько я хорошо умею входить в роль. Тут заходит Хойт и говорит, ну ты красавец, у тебя отличное владение кнутом и пряником, и приглашает меня и Сэма устроить ночь покера, а заодно там обсудим дальнейшие планы. И естественно, от такой возможности мы с Сэмом отказаться не могли, поэтому ночью приходим к нему. У Сэма в ботинке спрятан нож, и как только будет подходящая возможность, он засадит его Хойту в горло. Начинается игра, делаем ставки, о чем-то общаемся, и в целом обстановка совсем не напряжная. Надо же! У нас одинаковая карта. Давай поднимем ставки. Не возражаешь? Фостер? Джейсон Броди? Или как там тебя еще, уже не помню. Ты считаешь меня идиотом? Продолжим игру. Сдающий слева, так? Думаю, он пропускает сдачу. Окей, мы продолжаем игру, как ни в чем не бывало, но теперь Хойт предлагает новые правила. По пальцу за проигрыш. Думаю, я начну с безымянного. Джейс, теперь мы никогда не поженимся. Ты мог бы стать моим человеком. Получил бы деньги за каждое убийство. Пошел ты! Ну, я говорю, что в принципе нож держать я могу и 9 пальцами, поэтому иди сюда, мой хороший. Придя в себя, понимаю, что завалил не только Хойта, но еще кучу его охраны. Собственно, основная миссия на этом завершена, и сейчас моя главная цель — найти младшего братишку. Нахожу его в одной из комнат аэродрома, соответственно, сейчас нам нужно свалить отсюда как можно подальше. Черт, вертолет водишь? Нет! У тебя же есть права! Да, ну на самолет! Значит, учись сейчас! Что? О, черт! Как оказалось, потенциал ученика моего братца действительно хорош, и он со своей задачей прекрасно справился. Да и я очень хорошо справился со своей, отстреливая оставшихся солдатов и всю технику на аэродроме. Ну и потом еще, когда мы уже свалили, за нами прицепились вертолеты, которых тоже пришлось немножечко замедлить. Приведя своего братишку, как мне уже казалось, в привычное безопасное место дом доктора Эрнхарда, понимаю, что доктор заплатил за нас слишком большую цену. Находим его при смерти, его последние слова были: «Прости, я не смог защитить, они забрали твоих друзей в храм». То есть понимаем, что это сделали не солдаты, а мои же братишки из племени Ракьят. Прилетаем сразу же туда в храм, спрашивают Цитру, что за хуйня, на что в ответ она дует мне в лицо какой-то одурманивающей пылью. И начинает меня обрабатывать, типа: ты сильный могучий воин, ты достоин, ты совершенен, путь освободил тебя. И знаете, даже в любви мне он признается. Говорит, что последнее, что тебе нужно сделать, это освободиться от прошлого, чтобы стать настоящим воином. Опять в каком-то дурмане иду сквозь пожар, в конце которого меня встречает Цитра и дает мне тот самый Хуёжик, блин! И когда мое сознание уже пришло ко мне, я вижу, как наставил нож на свою девушку Лизу. В этот момент игра дает мне выбор: либо я спасаю друзей и улетаю обратно домой, либо иду по пути воина и становлюсь на сторону Цитры. Но для этого нужно убить своих друзей. Но вот сейчас, конечно, я все понимаю. Путь воина, все в этом духе. Но неужели вы думаете, что я променяю друзей, как ни крути, все-таки мою девушку, с которой у нас планируется большое будущее, на какую-то дикарку и бегающих в трусах аборигенов? Да как нехер делать.
За что, конечно же, получаю очередное поощрение. Прям таки жестко обрабатывая цитру и снизу, и сверху. А потом в конечном итоге... Обними. Говорит, что ты, конечно, молодец, ты совершенство, ты вот настоящий воин теперь, но племя возглавлять будешь не ты, а наш ребенок. Поэтому ты немножечко въебался с конечным выбором. Но тем не менее, все-таки ты победил.